Сила одиночества – одно из величайших оружий человека, желающего стать по-настоящему сильным и непобедимым, в то время как большинство мужчин теряются в изнуряющих отношениях, эмоциональных драмах и отвлекающих факторах, истощающих их энергию. Мужчина, выбирающий одиночество, становится невосприимчивым ко всему этому. Он не нуждается во внешнем подтверждении, не зависит от чьей-либо привязанности, чтобы чувствовать себя полноценным, и не отвлекается на эмоциональные игры, ослабляющие его мужественность. Общество учит мужчин бояться одиночества, как будто они неполноценны без женщины рядом с ними. Но правда в том, что самыми влиятельными людьми в истории всегда были те, кто умел принять одиночество и использовать его как инструмент для роста. Когда человек один, у него есть время укрепить себя, сосредоточиться на своей миссии и построить что-то великое, и никто его не ограничивает. Добро пожаловать на канал! Прежде чем мы начнем, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео. И, конечно же, оставьте комментарий ниже, использовали ли вы когда-нибудь тайну в своих целях. Переходим к видео. Ошибка большинства мужчин состоит в том, что они думают, что вступив в отношения, они что-то приобретут. Но на самом деле многие теряют свободу, концентрацию и жизненную энергию. Они начинают жить, чтобы нравиться, избегать конфликтов и сохранять эмоциональную стабильность, что не должно быть приоритетом. Человек, счастье которого зависит от компании, никогда не будет по-настоящему свободным, а несвободный человек никогда не будет сильным. Стоик понимает, что одиночество — это не наказание, а привилегия. Он знает, что когда он один, он может на 100% сосредоточиться на своем физическом, умственном и финансовом росте. Ему не нужно беспокоиться об эмоциональных кризисах, бесполезных спорах или необходимости доказывать женщине свою значимость. Он строит свою жизнь, исходя из того, чего хочет сам, а не того, чего от него ожидают другие. Если вы хотите быть могущественным и неудержимым человеком, перестаньте бояться одиночества и начните использовать его как преимущество. Научитесь быть самодостаточным, наслаждайтесь собственной компанией и станьте сильнее, ни от кого не завися. Потому что, в конце концов, мужчины, которые по-настоящему покоряют мир, это не те, кто теряет себя в отношениях, а те, кто в первую очередь владеют собой. Без женских отвлечений мужчина, наконец, может на 100% сосредоточиться на своем личностном росте и полностью раскрыть свой потенциал. Отношения, какими бы приятными они ни были, требуют времени, энергии и эмоционального внимания, ресурсов, которые можно было бы инвестировать в их развитие. Когда человек избавляется от этих отвлекающих факторов, он входит в состояние абсолютной дисциплины, где каждое действие направлено на его эволюцию. Самая большая ошибка мужчин – потеряться в женских играх и забыть о себе. Многие посвящают часы в день попыткам произвести впечатление, расположить к себе, отправить сообщение, разрешить эмоциональные кризисы и беспокоиться о мнении женщин. Но пока они это делают, их менталитет, телосложение и активы перестают расти. С другой стороны, у человека, который выбирает одиночество, нет никаких эмоциональных связей, тянущих его назад, он беспрепятственно движется вперед. Без женщины, требующей внимания, требующей сообщений и требующей объяснений, вы можете использовать свое время для тренировки своего тела, обогащения своего разума и создания наследия. С каждым днем вы становитесь сильнее, умнее и могущественнее, в то время как другие мужчины тратят свое время, пытаясь сохранить изнурительные и тупиковые отношения. Человек, который подавляет свое одиночество и сосредотачивается только на своем вознесении, становится неудержимым. Стоик не отвлекается на приходящие страсти. Он знает, что его приоритетом является повышение собственной ценности, прежде чем беспокоиться о каких-либо отношениях. Он не ставит женщин в центр своей жизни, потому что понимает, что единственное, что действительно имеет значение, это его постоянное развитие. Если вы хотите быть сильным и уважаемым мужчиной, устраните женские отвлекающие факторы и направьте всю свою энергию на то, чтобы стать непоколебимым. Больше работайте, больше тренируйтесь, больше учитесь, потому что в конце концов мужчины, которые действительно доминируют в игре, это те, кто никогда не позволяет женщине сбить их с пути к величию. Стоицизм учит, что человек, свободный от сентиментальных уз, единственный способен покорить мир. Когда мужчина освобождается от потребности в женском одобрении, страха одиночества и эмоциональной зависимости, он становится поистине непобедимым.
Большинство мужчин терпят неудачу, потому что они сосредотачиваются на отношениях, доставлении удовольствия женщинам и поддержании эмоциональной стабильности, которая их только ослабляет. Отношения могут быть комфортными, но они также являются одним из крупнейших источников отвлечения внимания, выгорания и потери цели для современного человека. Пока мужчина беспокоится о ссорах, эмоциональных играх и эмоциональных потребностях, он теряет драгоценное время, которое можно было бы использовать для построения чего-то великого. Стоик понимает, что неконтролируемые эмоции ослабляют разум и делают мужчину уязвимым, и мало что дестабилизирует мужчину больше, чем эмоциональная зависимость от женщины. Мужчина, который выбирает эмоциональную свободу выше любых любовных отношений, не становится холодным, его невозможно остановить. Он направляет всю свою энергию на свое физическое, умственное и финансовое развитие. Он руководствуется не приходящими чувствами, а логикой, дисциплиной и долгосрочным видением. Он не просит внимания, не просит ласки и не беспокоится о заполнении эмоциональных пустот, ведь его достаточно. История доказывает, что люди, изменившие мир, были теми, кто контролировал свои эмоции и сосредоточился на своей миссии. Ни одна великая империя не была построена человеком, который тратил свою эмоциональную энергию на попытки сохранить проблемные отношения. Настоящие лидеры всегда были теми, кто ставил свою цель превыше всего. И в этом суть истинной мужской силы. Если вы хотите быть человеком, который действительно оставит свой след в мире, освободите себя от сентиментальных уз и сосредоточьтесь на том, что действительно важно, на своем росте, своей дисциплине и своей миссии. Потому что, в конце концов, мужчины, которые владеют собой, единственные, кто действительно достигает всего. Давайте продолжим. Но перед этим поставьте лайк видео и прокомментируйте что-нибудь ниже. Все, что вы прокомментируете, может изменить мой день и сделать меня счастливым. Давайте продолжим. Мужчины, которые избегают отношений, естественным образом становятся богаче, более сосредоточенными и более уважаемыми, потому что они не тратят энергию, пытаясь угодить женщинам или поддерживать напряженные отношения, в то время как большинство мужчин тратят время, деньги и эмоциональное здоровье, пытаясь удержать женщину рядом с собой. Те, кто выбирает путь независимости, направляют все свои силы на построение империи. Реальность такова, что женщины требуют внимания, времени и ресурсов. Современные отношения стали настоящими ловушками, где мужчине, чтобы женщина была довольна, необходимо постоянно вкладывать деньги в ужины, подарки, поездки и образ жизни, который приносит ей только пользу. Между тем, человек, выбравший одиночество, имеет полную свободу приумножать свой доход, развивать новые навыки и укреплять свое положение в мире. Помимо богатства, эти мужчины также становятся более целеустремленными. Без эмоциональных отвлечений, без ненужных ссор и без постоянных требований они могут направить свой разум на конкретные цели. Одинокие мужчины могут больше работать, больше тренироваться, больше учиться и полностью раскрыть свой потенциал, не останавливаясь для разрешения сентиментальных драм или женской неуверенности. Он становится солдатом собственной эволюции, в то время как другие растрачивают свою энергию, пытаясь сбалансировать отношения, которых женщине никогда не будет достаточно. Уважение также естественно для этих мужчин. Мужчина, который не прогибается ради женщины, это мужчина, который навязывает свое присутствие и ценность. Женщины понимают, что он не нуждающийся, что они ему не нужны для счастья и что он не унижается, чтобы кого-то держать рядом с собой. Это создает ауру тайной силы, которая автоматически делает его более уважаемым, как женщинами, так и другими мужчинами. Стоик понимает, что отношения могут отвлекать, и что его истинным приоритетом должна быть его миссия. Он не становится рабом изменчивых чувств, не ставит женщину выше своей цели и никогда не позволяет отношениям ослабить его. Он выбирает свою свободу, свое богатство и свою эволюцию, зная, что это делает его неприкасаемым. Если вы хотите быть по-настоящему влиятельным человеком, перестаньте тратить свою энергию на отношения, которые только истощают ваш потенциал.
Сосредоточьтесь на том, чтобы разбогатеть, стать сильнее и создать наследие, потому что, в конце концов, мужчины, которые правят миром, это те, кто не тратит время на то, чтобы доставить удовольствие женщине. Они тратят это время на достижение того, что действительно важно. Пока другие мужчины попали в ловушку токсичных отношений, тратят энергию на ссоры, требования и женскую неуверенность, вы строите свою империю, укрепляете свой разум и приумножаете свое богатство. Большинство современных мужчин становятся заложниками отношений, которые ничего не добавляют к их эволюции. Они только истощают их время, деньги и душевное спокойствие. Фатальная ошибка этих мужчин состоит в том, что они считают, что отношения необходимы для их счастья. Они отдаются женщинам, которые их не уважают, постоянно их испытывают и которые никогда не бывают удовлетворены. Они живут на яичной скорлупе, пытаясь сохранить отношения, которые их только ослабляют, в то время как внешний мир продолжает предлагать возможности, которые они упускают. Мужчина, выбирающий независимость, не попадает в эту эмоциональную ловушку. Он понимает, что каждый час, потраченный впустую с проблемной женщиной, это час, который можно было бы использовать, чтобы заработать больше денег, улучшить свои навыки или укрепить свое тело и разум. Он отказывается играть в игру манипулирования и нуждаемости, предпочитает вкладывать все в построение собственного королевства. Реальность такова, что мужчины, которые позволяют себе попасть в ловушку токсичных отношений, в конечном итоге разрушаются. Они теряют свою сущность, перестают развиваться, и в конце концов их все равно отвергает та самая женщина, которой они отчаянно пытались угодить. Между тем, мужчина, который сохраняет свою концентрацию и защищает себя от отвлекающих факторов, становится влиятельным человеком, лидером, мужчиной, которого женщины желают, но не могут контролировать. Стоицизм учит, что истинная мужская сила проистекает из дисциплины и независимости. У человека, который строит свою империю, нет времени на эмоциональные игры и бессмысленные драмы. Он избирателен, непоколебим и всегда ставит свое развитие выше любых временных отношений. Если вы хотите быть уважаемым и желанным мужчиной, откажитесь от мышления эмоциональной зависимости и начните фокусироваться на том, что действительно важно. Пока другие тратят время, пытаясь исправить неудачные отношения, вы будете подниматься по лестнице, добиваясь желаемого и становясь недостижимым. Потому что, в конце концов, в игре доминируют мужчины, которые никогда не позволяли женщине отвлекать их от пути к величию. Настоящая мужская свобода начинается в тот момент, когда мужчина понимает, что ни одна женщина не сможет его контролировать, если они ему не нужны. Общество научило мужчин верить, что наличие женщины рядом с ними – это жизненная цель, нечто необходимое для их счастья. Но реальность такова, что чем меньше ты зависишь от женщины, тем более свободным, могущественным и уважаемым ты становишься. Большинство мужчин живут в страхе одиночества. Они вступают в отношения не потому, что очень этого хотят, а потому, что боятся остаться одни. Этот страх делает их слабыми, неуверенными в себе, и ими легко манипулировать. Они принимают неуважение, идут на компромиссы и жертвуют своими мечтами только для того, чтобы удержать женщину рядом. В конце концов, они становятся эмоциональными рабами, зависящими от женского одобрения, чтобы чувствовать себя полноценными. Стоик не играет в эту игру. Он понимает, что женщины – это дополнение, а не необходимость. Это повышает вашу ценность, укрепляет ваш разум и живет на ваших собственных условиях. Он не просит любви, не ищет признания и никогда не ставит женщину в центр своей жизни. В результате он становится мужчиной, над которым не может доминировать ни одна женщина, потому что он никогда не становится эмоционально зависимым. Женщины инстинктивно уважают и желают мужчин, которых не могут контролировать. Они проверяют мужчин, чтобы увидеть, кто сдается, кто прогибается, кого можно формировать по своему вкусу. Если вы провалите эти испытания и продемонстрируете, что ваше счастье зависит от нее, вы потеряете ее уважение и неизбежно ее привлекательность. Но если вы стоите твердо, независимо и безразлично к женскому признанию, вы становитесь проблемой, а проблемы непреодолимы. Если вы хотите настоящей мужской свободы, перестаньте вести себя так, будто вам нужна женщина для счастья. Работайте над своим ростом, сосредоточьтесь на своей цели и никогда не ставьте женщину выше своей миссии. Потому что, в конце концов, самые уважаемые люди – это те, кто никому не принадлежит. Они принадлежат только своей судьбе.
Человеком, который становится центром своей власти, никогда нельзя будет манипулировать. Он не зависит от женского признания, не изо всех сил старается кому-то угодить и не позволяет себе поддаться влиянию мимолетных эмоций. В то время как большинство мужчин живут, пытаясь добиться признания со стороны женщин, друзей или общества, настоящий ценный мужчина сосредотачивается только на своем собственном росте и непрерывном развитии. Манипуляция происходит тогда, когда мужчина не контролирует собственные эмоции и желания. Если ему нужно одобрение женщины, чтобы чувствовать себя хорошо, он автоматически становится уязвимым. Он начинает действовать, чтобы доставить ей удовольствие, избегает конфликтов, чтобы не вызвать ее недовольство, и становится эмоциональным слугой, делающим все, чтобы удержать того, кто может его бросить в любой момент. Стоик понимает, что его ценность не может быть определена никем, кроме него самого. Он строит ваш разум, ваше тело и ваше богатство независимо от внешних факторов. Он не отчаивается, если женщина угрожает уйти, не унижается, чтобы сохранить отношения, и никогда не доверяет кому-то другому контролировать свою жизнь. Его сила исходит изнутри, и поэтому он непоколебим. Женщины проверяют мужчин, чтобы увидеть, кто действительно стоит на своем. Если она заметит, что вы легко поддаетесь влиянию, что вы поддаетесь малейшему давлению, или меняете свою личность, чтобы угодить ей, вы немедленно потеряете ее уважение. Но если она чувствует, что ты сам себе мужчина, что твоя жизнь протекает независимо от нее, что ты никогда не просишь и не отчаиваешься, она автоматически видит в тебе редкого мужчину, достойного восхищения. Если вы хотите стать человеком, которым невозможно манипулировать, перестаньте искать внешнего подтверждения и начните наращивать собственную силу. Станьте эмоционально сильным, финансово независимым и морально неуязвимым. Потому что в конце концов мир уважает тех, кого невозможно контролировать, и презирает тех, кто живет во власти других. Стоицизм учит, что истинное душевное спокойствие существует только для тех, кто не является рабом желаний. Большинство мужчин всю свою жизнь находятся под контролем импульсов, ищут женского одобрения и гонятся за сиюминутными удовольствиями, только для того, чтобы в конечном итоге оказаться разочарованными, зависимыми и бесцельными. Мужчина, не контролирующий свои желания, становится уязвимым, манипулируемым и неспособным найти истинное удовлетворение. Давайте продолжим, но перед этим поставьте лайк видео и прокомментируйте что-нибудь ниже. Все, что вы прокомментируете, может изменить мой день и сделать меня счастливым. Давайте продолжим. Неконтролируемое желание разрушает ясность ума. Мужчины, одержимые сексом, женским признанием и интенсивными эмоциональными отношениями, полностью теряют способность мыслить логически и холодно. Они идут на уступки, принижаются и принимают унизительные ситуации только для того, чтобы попытаться удовлетворить свои порывы. В конце концов, они не контролируют свою жизнь, ими управляют желания. Стоик понимает, что истинная свобода приходит через самодисциплину. Он не позволяет себя увлечь приходящим страстям, не действует импульсивно и никогда не ставит удовольствие выше своей миссии. Он знает, что желание может быть мощным инструментом, если его контролировать, и проклятием, когда человек становится его рабом, в то время как слабые руководствуются своей волей, сильные руководствуются своей логикой и целью. Душевное спокойствие приходит тогда, когда мужчине не нужно ничего внешнего, чтобы чувствовать себя полноценным. Когда он может смотреть на мир, не подвергаясь влиянию желания женщины, потребности в признании или поиска мгновенного удовольствия, он, наконец, становится по-настоящему свободным. Если вы хотите быть сильным и уважаемым человеком, научитесь контролировать свое желание до того, как оно возьмет верх над вами. Не становитесь рабом секса, эмоциональной привязанности или потребности быть принятым. Потому что в конце концов, самые влиятельные люди — это те, кто живет, полностью контролируя себя, а самых слабых уничтожают импульсы, которые они так и не научились контролировать. Отношения — это отвлечение для мужчин, которые еще не осознали свою истинную ценность. Многие люди вступают в отношения не потому, что действительно этого хотят, а потому, что верят, что им нужна женщина, чтобы чувствовать себя полноценными. Они ищут признание, общение и внешние цели, чтобы заполнить внутреннюю пустоту, и это ошибка, которая удерживает их в ловушке циклов эмоциональной зависимости и застоя.
Человек, который еще не построил в своей жизни ничего значимого, не понимает, что действительно важно. Он считает, что женская любовь может дать ему чувство идентичности, но такое мышление делает его слабым и поддающимся манипулированию. Он начинает жертвовать своим временем, своими целями и энергией ради поддержания отношений, в то время как его личная эволюция отходит на второй план. Он не осознает, что, пытаясь завоевать женщину, он теряет себя. Мужчина-стоик понимает, что прежде чем думать о каких-либо отношениях, ему нужно сначала стать кем-то ценным. Ему необходимо обрести финансовую независимость, развить свой менталитет и укрепить свое тело и присутствие. Он не вступает в отношения потому, что ему это нужно. Он рассматривает женщину только тогда, когда он уже завершен и знает, что его миссия всегда будет на первом месте. Когда мужчина обнаруживает свою истинную ценность, он перестает относиться к отношениям как к приоритету и начинает относиться к ним как к необязательности. Он не просит внимания, не отчаивается в любви и никогда не изо всех сил старается доставить удовольствие женщине. Если она хочет быть рядом с ним, отлично. Если вы этого не хотите, он продолжает расти, не оглядываясь назад. Если вы все еще ищете отношений, чтобы чувствовать себя удовлетворенными, остановитесь сейчас. Во-первых, осознайте свою истинную ценность. Создайте то, что никто не сможет у вас отнять, и укрепите свое мышление, потому что в конце концов великими становятся мужчины, которые в первую очередь сосредотачиваются на себе, а те, кто ставит женщин на первое место, в конечном итоге оказываются забытыми. Мужчины, живущие одни, становятся загадочными и неприступными, и это делает их более привлекательными, в то время как большинство мужчин отчаянно нуждаются в женском внимании, пытаясь доказать свою ценность через отношения. Мужчина, выбирающий одиночество, становится загадкой. Он нелегко выдает свое присутствие, не ищет подтверждения и не позволяет себя расшифровать, и именно это заставляет женщин чувствовать себя очарованными им. Женский инстинкт запрограммирован на желание того, что является редким, дефицитным и труднодостижимым. Мужчины, которые доступны, всегда готовы угодить и желают поставить женщину в центр своей жизни, быстро отбрасываются. Но неприступный мужчина, у которого есть более великая цель, чем погоня за отношениями, автоматически становится более желанным, потому что его нелегко контролировать. Ошибка большинства мужчин заключается в том, что они слишком много выставляют себя на показ, слишком много говорят и всегда доступны. Они считают, что если они открыты и полностью предсказуемы, женщина их оценит. Но правда в том, что женщины не чувствуют влечения к тому, что им уже гарантировано. Они испытывают желание того, что кажется недосягаемым. Мужчина, который живет один, который держит свою жизнь в тайне и не тратит свое внимание напрасно, создает ауру таинственности, которая заставляет женщин чувствовать потребность завоевать его расположение. Стоик не ищет одобрения, он вызывает уважение. Он не беспокоится о том, что доступен любой женщине, потому что знает, что его время и энергия чрезвычайно ценны. Он никогда не стремится быть желанным, потому что понимает, что истинная сила заключается в том, чтобы быть скудным, избирательным и всегда сосредоточенным на собственной эволюции. Если вы хотите стать естественно привлекательным и уважаемым мужчиной, научитесь быть неприступным. Цените свое одиночество, сохраняйте свою загадочность и не обращайте внимания на любую женщину. Потому что, в конце концов, больше всего привлекают мужчины те, за которыми никогда не нужно гоняться. Именно они заставляют других гоняться за ними, в то время как другие мужчины просят внимания, посылают отчаянные сообщения и пытаются доказать свою ценность. Вы сосредоточены на том, чтобы стать мужчиной, которого женщины естественным образом желают и стремятся. Фатальная ошибка большинства мужчин заключается в том, что они полагают, что им нужно гоняться за женщинами, чтобы их ценили. Но реальность такова, что настоящая мужская сила проистекает из дефицита, избирательности и независимости. У мужчины, который предан своей цели, своему развитию и росту, нет времени искать женского признания. Его не волнуют лайки, игнорируемые сообщения или эмоциональные игры. Пока другие мужчины заняты заискиванием перед женщинами и получением крох внимания, он строит империю. И этот менталитет делает ваше присутствие редким и автоматически более ценным. Женщин всегда привлекали мужчины, излучающие силу, а не те, кто просит внимания.
Когда мужчина демонстрирует, что они ему не нужны, чтобы чувствовать себя полноценным, он становится вызовом, а перед вызовами невозможно устоять. Женское желание активируется не доступностью, а тайной и редкостью. Если вы всегда доступны, о вас забудут. Если вы избирательны и неприступны, вы становитесь желанными. Стоик понимает, что настоящего влечения не просят, его навязывают. Он не просит компании, потому что знает, что его энергия и время ограничены, и их следует вкладывать только туда, где есть реальная ценность. Он никогда не ставит себя на место человека, которого нужно выбирать. Он тот, кто выбирает. Если вы хотите быть мужчиной, которого действительно ищут женщины, перестаньте вести себя так, будто вам нужно, чтобы они кем-то были. Постройте свое тело, свой разум, свое богатство и свое присутствие. Потому что в конце концов о людях, которые бегут за ними, забывают, а к тем, кто знает себе цену, стремится весь мир. Одиночество делает вас более дисциплинированным, более умным и более сильным морально, поскольку оно устраняет все отвлекающие факторы, которые мешают человеку раскрыть свой истинный потенциал. В то время как большинство мужчин тратят время, пытаясь угодить женщинам, разрешить эмоциональные драмы и искать внешнего подтверждения, мужчина, выбирающий одиночество, сосредоточен на том, что действительно важно, на своей эволюции. Когда мужчина один, ему не нужно договариваться о своей свободе, ему не нужно оправдывать свой выбор и ему не нужно поддаваться прихотям других людей. Он может просыпаться и спать, когда захочет, организовывать свой распорядок дня в соответствии со своими целями и посвящать свою энергию исключительно тому, что заставляет его расти. Без эмоциональных отвлечений, без ненужных ссор и без бремени необходимости поддерживать отношения, он становится дисциплинированным и нерушимым. Одиночество также повышает интеллект человека. Имея больше свободного времени, он может учиться, читать, приобретать новые навыки и расширять свой кругозор. В то время как другие мужчины тратят деньги на ужины, подарки и поездки, чтобы произвести впечатление на женщин, он вкладывает деньги в знания, накопление богатства и развитие своего мировоззрения. Результат: он становится другим человеком, стратегом, человеком, который думает и действует выше среднего. Умственная сила также приходит от одиночества. Многие мужчины становятся эмоционально хрупкими, потому что они всегда зависели от чьей-то поддержки и одобрения. Но человек, который учится жить в одиночестве, развивает психологическую стойкость, которая делает его неудержимым. Он учится справляться с трудностями, не нуждаясь в эмоциональной поддержке, не отчаивается из-за отсутствия компании и становится хозяином своей судьбы. Стоик понимает, что одиночество — это не слабость, а привилегия. Он использует это время, чтобы восстановить себя, укрепить себя и стать тем, кем больше никогда нельзя будет манипулировать или контролировать. Он не боится одиночества, он принимает его, потому что знает, что это путь к истинному величию. Если вы хотите быть более дисциплинированным, более умным и психически сильным человеком, перестаньте убегать от одиночества и начните использовать его как своего лучшего союзника, потому что в конце концов по-настоящему владеют собой мужчины, которые научились быть целостными, ни от кого не завися. Стоицизм учит, что эмоциональная зависимость является величайшим врагом современного человека, поскольку она превращает мужчину в раба своих эмоций, в заложника женского признания и в существо, не способное действовать ясно и логично. Пока мужчина эмоционально привязан к женщине, отношениям или потребности во внешнем одобрении, он теряет свою силу, свою независимость и способность управлять собственной жизнью. Эмоциональная зависимость делает мужчину слабым и легко манипулируемым. Его слишком волнует, что думает женщина, он боится не угодить, избегает конфликтов, чтобы не потерять ее, и сам того не осознавая, отдает свое счастье в ее руки. В тот момент, когда она понимает, что имеет над ним полный контроль, уважение заканчивается, желание умирает, и он становится просто еще одним одноразовым мужчиной. Фатальная ошибка большинства современных мужчин – полагать, что женщина им нужна, чтобы быть полноценными. Они вступают в отношения с внутренней пустотой, ожидая, что женщина заполнит это пространство, но такой менталитет с самого начала ставит их в положение слабости. Мужчина, который отчаянно нуждается в женщине, никогда не будет пользоваться ее уважением, потому что женщинам не нужны нуждающиеся мужчины, им нужны мужчины, которые уже самостоятельны. Стоик эмоционально самодостаточен.
Его хорошее самочувствие не зависит ни от кого, он не ищет одобрения и никогда не отдает свой внутренний покой в чьи-то руки. Он понимает, что истинная сила исходит изнутри, и что мужчина, который доминирует над своими эмоциями, никогда не будет подчиняться женщине. Он любит разумно, не становясь заложником любви. Он может общаться, если хочет, но никогда за счет своей свободы и своей идентичности. Если вы хотите быть по-настоящему сильным мужчиной, исключите из своей жизни эмоциональную зависимость. Научитесь быть достаточным, находить счастье в своем собственном путешествии и никогда не нуждаться в женщине, чтобы чувствовать себя целостным. Потому что в конце концов самые желанные и уважаемые мужчины — это те, кто никогда не делает женщину центром своего мира, потому что они и так являются центром своей собственной вселенной. Давайте продолжим, но перед этим поставьте лайк видео и прокомментируйте что-нибудь ниже. Все, что вы прокомментируете, может изменить мой день и сделать меня счастливым. Давайте продолжим. Женщины уважают и желают мужчин, которые не будут стараться изо всех сил ради них. Фатальная ошибка, которую допускают многие мужчины, это вера в то, что, будучи чрезвычайно доступными, приятными и всегда готовыми уступить, их будут ценить и любить. Но правда как раз наоборот. Женщины презирают мужчин, которые становятся покорными и предсказуемыми. Женский инстинкт запрограммирован на поиск сильного, уверенного в себе и непоколебимого мужчины. Они постоянно проверяют мужчин, чтобы увидеть, у кого хорошая осанка, а кто легко сгибается. Если мужчина всегда уступает, спрашивает разрешения и ставит желания женщины выше своих, он становится слабым в ее глазах, а слабость никогда не порождает влечение. Женщинам необходимо чувствовать, что у мужчины есть более великая цель, чем у нее. Когда мужчина настолько сосредоточен на своей миссии, что не отклоняется от нее ни для одной женщины, он автоматически становится более ценным. Он не всегда доступен, он не меняет своего мнения в угоду и не жертвует своим достоинством ради поддержания отношений. Это вызывает уважение и желание, поскольку становится вызовом, а вызовы непреодолимы. Стоический мужчина никогда не унижается, чтобы завоевать или удержать женщину. Он знает, что уважение происходит от твердости, избирательности и силы характера. Женщина ему может нравиться, но он никогда не поставит ее на пьедестал. Ему не нужно никому ничего доказывать, ему достаточно самого себя. Если вы хотите быть мужчиной, вызывающим уважение и желание, перестаньте слишком много уступать. Имейте свои собственные правила, идите своим путем и никогда не позволяйте женщине диктовать вам жизнь, потому что в конце концов женщины влюбляются не в мужчин, которые все за них делают, а в тех, кто никогда не сдается. Мужчина, которому не нужны отношения, живет без драмы, без стресса и с большей энергией, потому что он не тратит свой душевный покой, пытаясь сбалансировать женские эмоции, справиться с требованиями и решить проблемы, которые даже не должны быть его. В то время как большинство мужчин изнуряют себя, пытаясь удовлетворить женщину, независимый мужчина использует свою энергию, чтобы укрепить свой разум, накопить богатство и расширить свою власть. Современные отношения для многих мужчин стали эмоциональной тюрьмой. Они приходят, думая, что у них будет партнерство, поддержка и стабильность, но в конечном итоге тонут в требованиях, постоянных испытаниях и психологическом истощении, истощающем их жизненные силы. Мужчина, которому не нужны отношения, не тратит время на споры, оправдания или попытки избежать ненужных конфликтов. Он живет спокойно, потому что его жизнь не вращается вокруг нестабильных женских эмоций. Без женщины рядом, требующей внимания, мужчина вновь обретает психическую и физическую свободу. Ему не нужно планировать свой распорядок дня вокруг кого-то, ему не нужно отказываться от своих интересов в угоду ему не приходится иметь дело с эмоциональными манипуляциями или психологическими играми, он просто идет своим путем, принимая решения, выгодные только ему самому. Помимо душевного спокойствия, у человека, выбирающего одиночество, гораздо больше энергии для роста. Пока другие беспокоятся о сообщениях, оставшихся без ответа, пытаются исправить истощающие отношения или справляются с драмой, он тренируется, учится и побеждает. Он использует свое время, чтобы стать сильнее, богаче и уважаемее, не отвлекаясь, не усложняя и не теряя сосредоточенности. Стоик понимает, что истинная сила заключается в том, чтобы не нуждаться ни в ком, чтобы чувствовать себя целостным. Он может выбрать связь с женщиной, но никогда в ущерб ее миру, ее энергии или ее цели.
Он знает, что в то время как большинство мужчин изнуряют себя, пытаясь угодить и удержать женщину рядом с собой, он становится все более и более могущественным. И это именно то, что делает его желанным и уважаемым. Если вы хотите прожить жизнь без стресса, без эмоционального истощения и с полным контролем над своей судьбой, научитесь не нуждаться в отношениях, наращивайте свою силу, сохраняйте энергию и ставьте свое развитие выше любых отвлекающих факторов. Потому что, в конце концов, мужчина, который не увлекается отношениями, живет спокойнее, сильнее и сосредоточеннее, в то время как другие растрачивают свое величие, пытаясь сохранить то, что никогда не будет гарантировано. Если ты контролируешь свое одиночество, ты становишься мужчиной, которого не забывает ни одна женщина. Большинство мужчин боятся остаться в одиночестве, отчаянно нуждаются в компании и постоянно ищут женского признания. Они думают, что им нужны отношения, чтобы быть счастливыми, и этот менталитет делает их одноразовыми. С другой стороны, человек, который справляется с одиночеством, становится редкостью, загадкой, вызовом, который невозможно игнорировать. Женщины не постоянно испытывают потребность в нуждающихся и доступных мужчинах. Их привлекают те, кого трудно читать, кому нелегко уделить внимание и кто излучает энергию независимости и самодостаточности. Когда мужчине комфортно в собственном одиночестве, он излучает спокойную уверенность, непоколебимую силу, и эта энергия остается запечатленной в сознании любой женщины, встающей на его пути. Контролируемое одиночество преображает человека, он учится быть достаточным, жить, ни в ком не нуждаясь, и становиться сильнее, не отвлекаясь на эмоции. Пока другие мужчины преследуют, выпрашивают любовь и делают все, чтобы доставить удовольствие, он остается непроницаемым, сосредоточенным и невосприимчивым к игре эмоциональных манипуляций. Такая позиция заставляет женщин воспринимать его как нечто иное, мужчину, которого нелегко завоевать или заменить. Стоик знает, что одиночество — это не слабость, это сила. Он не ищет компании, чтобы заполнить пустоты, потому что он уже самодостаточен. Он становится редким человеком, которому не нужно никому ничего доказывать. И эта редкость означает, что любая женщина, попавшаяся ему на пути, никогда не сможет его забыть. Если вы хотите быть запоминающимся мужчиной, перестаньте убегать от одиночества и научитесь его контролировать. Станьте загадкой, человеком, который не сдается легко и которому никто не нужен, чтобы быть сильным. Потому что, в конце концов, самые желанные мужчины — это не те, которые всегда доступны, а те, которые настолько редки, что, потеряв их, женщина никогда их не забывает. История доказывает, что люди, которые действительно изменили мир, всегда ходили одни. В то время как большинство мужчин теряются в отношениях, отвлечениях и постоянном поиске признания, настоящие лидеры, воины и провидцы выбрали одиночество как инструмент для достижения величия. Великие завоеватели, мыслители и творцы никогда не позволяли своей жизни контролироваться мимолетными желаниями или эмоциональными потребностями. Они поняли, что время, энергия и сосредоточенность – самые ценные ресурсы, которые может иметь человек, и тратить их на отношения и эмоциональные драмы – это самый быстрый путь к посредственности. Александр Македонский, Наполеон Бонапарт, Никола Тесла, Леонардо да Винчи, Фридрих Ницше. Все они были людьми, которые ставили свою миссию выше любых эмоциональных связей. Они могли бы осесть, жить, чтобы поддерживать отношения или искать комфорта, но они выбрали одиночество как средство достижения чего-то гораздо большего. Стоик понимает, что величие требует жертв. Он знает, что пока другие тратят свою энергию, пытаясь сбалансировать отношения, он может направить эту силу на созидание, обучение и совершенствование. Он не боится одиночества. Он использует его, чтобы укрепить свой разум, свое видение и свой путь. Если вы хотите быть человеком, который оставит свой след в мире, перестаньте тратить свою эмоциональную энергию и начните инвестировать в свою эволюцию. Идите в одиночку, сосредоточьтесь на своей цели и никогда не позволяйте мимолетным желаниям отвлечь вас от пункта назначения, потому что в конце концов в историю по-настоящему вошли те люди, которые научились ходить в одиночку и, следовательно, добились всего. Истина, о которой вам никто не говорит, заключается в том, что ваша свобода — это ваша величайшая сила. Общество хочет, чтобы вы поверили, что вам нужно придерживаться отношений, рано заводить семью и жертвовать собой, чтобы женщина была удовлетворена. Но реальность такова, что чем вы свободнее, тем сильнее и уважаемее вы становитесь.
Большинство мужчин отказываются от своей свободы, даже не осознавая этого. Они вступают в отношения, думая, что что-то приобретают, но постепенно начинают терять свою индивидуальность, свою независимость и способность принимать решения, не нуждаясь в чьем-то одобрении. Внезапно все, что они делают, необходимо обсуждать, объяснять и оправдывать. Они становятся эмоциональными пленниками, а заключенные никогда не бывают сильными. Стоик понимает, что свобода бесценна. Он не позволяет никому диктовать, что ему следует делать, как ему жить и какой выбор ему следует делать. Он строит свой путь, не нуждаясь в одобрении со стороны женщины, друзей или общества. Он живет по своим правилам, потому что знает, что любой человек, жертвующий своей свободой ради комфорта или признания, уже проиграл, даже не начав. Свобода также является ключом к истинному величию. Свободные люди могут передвигаться без ограничений использовать возможности и создавать наследие, не отвлекаясь. Пока другие тратят время, пытаясь сохранить проблемные отношения, мужчина, ценящий свою независимость, всегда растет, развивается и становится все сильнее. Если ты хочешь быть по-настоящему сильным человеком, никогда не отказывайся от своей свободы ни ради чего и ни перед кем. Защищайте свою независимость, сохраняйте контроль над своей жизнью и никогда не позволяйте никому иметь над вами власть. Потому что, в конце концов, единственный человек, который действительно доминирует над миром, это тот, кто никогда не позволяет ничему сдерживать себя. Стоицизм учит, что чем меньше вы нуждаетесь в других, тем могущественнее вы становитесь. Мужчина, который зависит от чего-то одобрения, компании или одобрения, становится уязвимым, хрупким и легко манипулируемым. Но человек самодостаточный, эмоционально защищенный и ориентированный только на собственную эволюцию, становится неприкасаемым. Большинство современных мужчин живут в состоянии зависимости. Им нужно признание со стороны женщины, чтобы чувствовать себя полноценными. Им нужно социальное признание, чтобы чувствовать себя ценными. И им нужны отношения, чтобы не чувствовать себя одинокими. Но эта зависимость делает их слабыми, поскольку передает контроль над своим счастьем в руки других. Стоику для счастья никто не нужен. Он не ищет признания, не выпрашивает внимания и не увлекается мимолетными эмоциями. Он строит свой собственный мир, свою силу и свой путь, не нуждаясь ни в чьем разрешении. Это заставляет его уважать, восхищаться и бояться, ведь человеком, которому ничего не нужно, невозможно управлять. Чем меньше вы зависите от других, тем свободнее вы становитесь. Вам не нужно угождать, чтобы вас приняли. Вам не нужно идти на уступки, чтобы сохранить отношения, и вам не нужно менять себя, чтобы соответствовать тому, чего от вас ожидают другие. Вы действуете по своей воле, и именно эта независимость вызывает уважение. Если вы хотите быть по-настоящему влиятельным человеком, исключите из своей жизни любую форму зависимости. Научитесь жить, не нуждаясь в одобрении, выстройте свою эмоциональную самодостаточность и станьте непоколебимыми, потому что в конце концов самый сильный человек — это тот, кто может потерять все и все равно устоять, потому что ему никогда не нужно было ничего, кроме самого себя. Если вы преодолеете одиночество, вы станете хозяином своей жизни, и никто не сможет вас остановить. Большинство мужчин боятся оставаться в одиночестве, потому что их научили верить, что для счастья им нужна компания. Но истина в том, что человек, который учится хорошо жить с самим собой, становится сильнее, дисциплинированнее и нерушимее. Одиночество — это не наказание, это привилегия для тех, кто умеет ею пользоваться. Когда ты один, никто не контролирует твое время, никто не накладывает ограничений на твой распорядок дня, и никто не требует, чтобы ты сбился со своего пути. Вы можете вложить 100% своей энергии в свою эволюцию, не отвлекаясь, без драм и без ненужных уступок. Каждый час, который среднестатистический мужчина тратит впустую, пытаясь сохранить проблемные отношения, вы используете, чтобы расти, учиться и становиться сильнее. Стоик понимает, что истинная сила исходит от уверенности в своих силах. Если вам нужна компания, чтобы чувствовать себя хорошо, значит вы никогда не были по-настоящему свободными. Если вы зависите от того, что кто-то подтвердит ваше существование, вы уже проиграли, даже не начав. Человеку, освоившему одиночество, не нужно никому ничего доказывать. Его и так достаточно, и это делает его одним из самых страшных и уважаемых. Чем комфортнее вы себя чувствуете, тем сильнее вы становитесь.
Вы не отчаиваетесь, когда кто-то уходит, вы не чувствуете себя потерянным без отношений и никогда не совершаете ошибку, думая, что вам нужен другой человек, чтобы быть полноценным. Вы действуете по своему выбору, а не по необходимости, и эту абсолютную свободу никто не может у вас отнять. Если вы хотите быть несгибаемым человеком, научитесь принимать одиночество. Используйте это время, чтобы построить себя, укрепить свой разум и стать тем, кем никто не сможет манипулировать или контролировать. Потому что в конце концов люди, которые действительно доминируют над миром, это те, кто первым научился доминировать над собой.